Я направляюсь на остановку, чтобы выдвинуться в сторону каньона реки Псаха. Там, говорят, очень красиво. 131 едет туда. Ну, в общем, получается, что сюда вот идешь по такой дороге, убитой. От деревни Голицыно до туда доезжает автобус, потом вот такая дорога. И таксисты, кстати, могут очень даже сильно расстроиться. Некоторые, кто не знает, что тут такая дорога, вас повезут, а сами потом пойдут в отказ. Не знаю, где я нахожусь. Мне кажется, что это и есть начало каньона. Точнее, начало. Короче, эта река должна втекать в каньон. Вот. Тут у нас ферма. Никаких опознавательных знаков, конечно же, нету. Бля, карта у меня не работает, потому что я, как всегда, тупанул. Не скачал оффлайн карту, она осталась на старом телефоне, который не работает. И интернета у меня здесь нет, он здесь не ловит. Соответственно, ни в каких Google Maps я войти не могу. Главное не наступить в эту штуку. Вот, остальное сейчас как-нибудь выйдем. Сориентируемся по мху там, по звездам, если допоздна это затянется. Что-то там осел кричит. Ты хочешь меня предупредить? Не надо идти туда? Да, что-то тут как-то не то чтобы не прикольно, но как-то жутковато. Это все зеленое, блин. Хотя, может, так должно быть. Не, все-таки слишком рано перешел, не на ту сторону. Вот он, каньончик-то начинается. Вот он, каньончик-то начинается. Красотища, слушай. Прям действительно красота. Во-во-во. Очень красиво. Сначала был правильный маршрут, а в итоге я вышел не с той стороны. Отстой. Блин, ну ладно. Ну, тут как бы менее жутко, потому что более ухожено, чем там. А там как раз таки не ухожено, и поэтому дико. Еще какая-то ферма с ослами. Вообще стрёмненько. Короче, это конец этого самого, типа, вот официально вообще тут подъехать совсем. А неофициально можно идти и типа какая-то хренотень капает сверху. Блин, у меня очень плохая обувь. Просто с резиновой подошвой. Никогда не надо такое одевать, такие места. Никогда. То есть могу подскользнуться на ровном месте и умереть. Но надеюсь, этого не произойдет. Года тренировок дадут о себе знать. Или не дадут. Красота какая-то вообще. Красотища, красота. Слушай, тут можно на целый день вообще зависнуть.
как же все-таки природа интересно сделала, да? То есть такое, казалось бы, труднодоступное место, а ощущение, будто бы вот это вот не настоящая, да, природно созданная какая-то хуйня, а сделанные лесенки, что ли. Вы посмотрите, как идет, вообще круто, да? Из-за того, что она слоистая, вода потихоньку обламывала, так же, как по кирпичикам. А вода-то чистейшая. И я уже закупнулся, но это видео 18+, так что... Не знаю, как долго будет продолжаться все это дело. Возможно, сам каньон-то уже и закончился, потому что, ну, белые скалы были практически в начале. А теперь вот такая дорожка. Приятная вообще просто. Вот чуть не подскользнулся. Твою мать, блядь! Да аккуратнее быть. Все-таки как красиво. Я встал на скользкую дорожку. Я вон даже одел повязочку, потому что тут такая уже штука пошла, что у меня глаза разбегаются. Я просто не в состоянии контролировать свои эмоции. Боюсь, что из-за того, что мне так нравится окружение, я не сориентируюсь и не туда наступлю. Не туда наступлю и покачусь. Поэтому как-то надо вроде бы и лицезреть все, и не упасть. Опачки. Блин, а я не хотел как сюда идти, послушай. Думал, что уже все. А на самом-то деле, вот она. Но я понял, этот каньон преподносит сюрприз за сюрпризом. Вообще, по-хорошему, сюда нужно приезжать с палаткой. Потому что мне еще обратно возвращаться. Вот. И как бы, ну это просто стоит того, чтобы здесь погулять 2 дня, например. А может быть даже дойти пешком, если есть такая тут возможность, и выйти прямо к морю. Все же реки впадают в море. И это не исключение. Ну это прям чисто канал. Вот просто. Как природа так сделала, что он такой перешейк симпатичный организовала. Офигеть. Опачки. Только что нога ушла вот прям туда. Все, выключаем камеру. Ребята, какое Бали? О чем вы вообще говорите? Какое Бали? Вы со своим Бали. Вот вам сочинские каньоны. Шик, блеск, красота. Чего вы тратите по 100 тысяч на эти перелеты туда-сюда? На этот климат заморский. На эту пищу заморскую. Мне еще привыкнуть надо. Вон, вон. Там вообще палаточку поставил и 6. А это место явно выглядит как купельня. И там как будто бы даже какой-то водопад. Попробуем туда подняться. Ну, поднялся чуть выше, но тут вот, походу, нету никакого водопада, хотя так шумело, будто резкий переход между высотами. Здесь какие-то вон камни модные, но вообще перегиб. Я вот что-то сейчас подумал. Это получается, когда я шел не с той стороны, а от реки, да, мне пришлось проходить вброд. А осел по дороге и как будто бы говорил мне. Осел знал, что я иду не туда, а я не знал. Так что, выходит, я глупее или упрямее осла? A few moments later. Ну, вот и посетил я каньон Псаха. Конечно, шквал эмоций. Вышел, а у меня получается здесь интернет же как не ловил, так и не ловит. Какой-то мужичок туда-сюда на джипе ездит.
экскурсии, видимо, возит. Я видел, он поднимался, когда я спускался. А сейчас выхожу с ворот, и он, короче, говорит, подвезу после экскурсии. Ну, не знаю. Я просто не хочу на месте стоять, пока есть желание топать. Потопаю. Мне еще сегодня врач. Может, подберет меня по дороге, может, не подберет. Уточки. Уточки крякают. Но вообще тут живописненько тоже все равно. Когда поднимаешься по этой дороге от каньона Псаха наверх, минут 40 пишет. Вот, колоритненько. Деревенька просто-напросто. Хотите молоко купить? Хотите, не покупайте молоко. Но минут 40 пишет. По карте идти. Причем в горочку в основном. А там остановка автобусная. 1,5 часа пили до аэропорта. Короче, лучше такси. Оно 30 минут едет. Но здесь у меня связь не ловит. Поэтому я иду туда, наверх, в деревню Голицыно. Там можно будет уже вызвать таксишку, если мужик не подберет. Думаю, по моей физиономии понятно, в каком я состоянии. Что я как бы нормально уже прошелся. Интересно только куда теперь. Направо или налево. Проезда нет, тупик. Ну, наверное, все-таки туда.